Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании, но речь пойдет в основном о Финляндии. Поговорим о стратегических планах министра финансов, о планах лишить иностранцев права голоса и о запуске пассажирских поездов из Финляндии в Швецию. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Министерка финансов Финляндии Рикка Пурра в недавнем выступлении в парламенте сказала много интересного. Она не просто задвинула череду бюджетных тезисов, а прорисовала последствия идеологического поворота, совершаемого нынешним правительством Финляндии. Поэтому в этом видео мы посмотрим в хрустальный шар Пурры и разберемся, почему ее риторика вызывает споры и какие изменения ждут страну в ближайшие годы. Итак, Пурра заявила: за десятилетия мы создали слишком большой социальный госсектор, расходы которого были рассчитаны на золотые годы кластера Nokia. Но это был всего лишь мираж. Денег на выросшие льготы, права и пособия просто не хватает. Особенно с учетом нынешних потребностей в безопасности и обороне и демографической ситуации. Мы больше не можем корректировать государственные финансы, надеясь на призрачный экономический рост. Государственный долг скоро достигнет почти 200 миллиардов евро. К этому прибавятся долги региональных властей и муниципалитетов. Экономический потенциал Финляндии таков, что текущие расходы превышают возможности минимум на 10 миллиардов евро. При этом военные расходы растут быстрее, чем ВВП из-за старения населения, а расходы на оборону будут значительно увеличены. И на это есть причины. Основные задачи мы обеспечим, но все второстепенное придется сокращать. Жалобы на прошлые сокращения выглядят неуместно. Работа станет только сложнее. Наш кредитный рейтинг за десятилетия постепенно упал с Tier A, а риск-премия по госдолгу выросла. Проценты уже скоро будут стоить государству около 4 миллиардов евро в год. Ситуация критическая, и все же красно-зеленая оппозиция хотела бы продолжать гонку за долгами до конца. В еврозоне положение маленькой страны с большим долгом крайне хрупкое. Потеря доверия на финансовых рынках означает, что восстановить его будет очень тяжело, словно тащить тяжелый воз. Нам лучше самим принять в парламенте болезненные решения по корректировке бюджета, прежде чем кто-то сделает это за нас. Без доверия на рынках капитала фактически нет и бюджетного суверенитета. Мы еще не в кризисе, но ситуация уже тревожная, как вода в кастрюле, которая постепенно нагревается, а лягушка еще не понимает опасности. В общем, министр финансов формулирует общую стратегию: будем сокращать и резать. Пурра утверждает, что Финляндия создала социальное государство в период Nokia-эйфории, когда экономика была на взлете. На самом деле социалку развивали еще раньше, в эпоху Кекконена, задолго до Nokia. Но это детали. Политический посыл очевиден. Государство жило непосредством, и пора отрезвляться. Пурра резко сужает поле возможной политики. Она утверждает, что экономического роста нет, значит, остаются только сокращения. Рост госдолга равно угроза суверенитету. Следовательно, спорить о сокращениях не патриотично. Альтернативные экономические стратегии – это опасные фантазии пунавихриат или красно-зеленых. Иными словами, в политическом пространстве остается одна разумная линия – урезание расходов. Позиция превращается не в вариант, а в единственный путь, подкрепленный страхом внешнего давления ЕС и рынков. Пурра связывает бюджетные решения с безопасностью. Уравнение простое. Оборона и старение населения требуют дополнительных средств. Значит, все остальное надо сокращать. Под второстепенными оказываются культура, образование, социальные услуги, поддержка интеграции миграционных программ, то есть именно те сферы, которые влияют на долгосрочный экономический потенциал. То есть в пользу сиюминутной оборонной логики приносятся в жертву долгосрочные инвестиции. Но проблема в том, что сокращения могут негативно сказаться на экономике, о чем Пурра умалчивает. Например, хуже образование – меньше инноваций. Урезание социалки значит рост бедности и снижение потребления. Удар по интеграции значит меньше рабочей силы при стареющем населении. То есть есть риск, что те же меры, которые должны спасти экономику, придавят ее на десятилетия вперед. Дебаты о госрасходах Пурра делает моральными. Жалобы на сокращение – это жалкое нытье. Мораль вместо цифр делает дискуссию проще, но беднее.
Она исключает серьезный разговор об увеличении налога на богатство и капитал, об инвестициях как способе роста, о демографической политике, которая может привлечь рабочую силу, о реформе кооперативных льгот. Эти решения просто не упоминаются, как будто их не существует. То есть повышение налогов сверху не обсуждают, чтобы богатых не обидеть, а снизу нельзя, потому что зарплаты и так обложены по самой не балуй. Остается только сокращение расходов. Именно это и выгодно правым партиям. Риторика Пурры – это сознательный выбор дискурса кризиса без официального объявления кризиса. Формула проста. Мы еще не тонем, но если вы будете спорить, то утонем. Значит, спорить нельзя. Сравнение с лягушкой в нагревающейся воде не просто метафора. Оно работает как предупреждение. Если парламент не подчинится, то голос рынка все решит за него. Но цена такого подхода – сужение политического спектра, превращение бюджета из предмета обсуждения в предмет веры. Финляндия действительно в тяжелом положении, но, наверное, проблемы нужно решать не только ножницами, но и конструкцией будущего, а не только его урезанием. Пурра предлагает статус-кво налогов плюс сокращение расходов, не предлагая ничего нового. В ее программе нет никакой альтернативы, ни новых источников дохода, ни инвестиционных стратегий. Хотя могли бы посмотреть на опыт других стран. В Швеции, например, пытаются создавать новых налогоплательщиков, а не выжимать все соки из уже существующих. Там снижен подоходный налог на низкие и средние зарплаты. Инвестируют в интеграцию мигрантов, чтобы те быстрее начинали работать. Развивают программы обучения взрослых. В Финляндии пока никаких вариантов, кроме резать ради оборонки, не просматривается. Арабо- и русскоязычные понаехавшие жители Финляндии опять в центре внимания. В парламенте обсуждался законопроект об избирательных правах, предложенный депутаткой от партии «Истинные финны» Perussuomalaiset Санны Антикайнен. Предлагается лишить граждан понаехавших из стран, не входящих в ЕС, кроме Норвегии и Исландии, права голоса на муниципальных и региональных выборах. Сегодня право участвовать в этих выборах в Финляндии есть у каждого совершеннолетнего, непрерывно проживающего в Финляндии не менее 2 лет. По данным Министерства юстиции, на муниципальных выборах 2025 года в выборах приняли участие 166 тысяч человек, имевших право голоса и не имевших гражданства стран ЕС, Норвегии или Исландии. Их процент участия в голосовании составил 21%. На региональных выборах этого года соответствующая численность группы составила 126 тысяч человек, и почти 19% всех проголосовавших были понаехавшие. Их Антикайнен предлагает лишить права голоса. Право голоса, привязанное к гражданству, это самый ясный и лучший способ защитить финскую демократию. Помимо Антикайнен, законопроект подписала ее однопартийка, депутатка Сара Сеппанен, Perussuomalaiset. В ходе парламентских дебатов депутатка Кайса Гаридев из Perussuomalaiset заявила, что в стране уже более 600 тысяч носителей иностранных языков. Пора гаечки прикрутить. В ходе дебатов несколько депутатов ссылались на Эстонию, где недавно ужесточили избирательные права, объяснив это угрозой российской гибридной войны. В Финляндии живет примерно 30 тысяч граждан России, но неизвестно, сколько из них имеют избирательные права, поскольку важен факт проживания не менее 2 лет в стране. Кроме того, существует группа людей с двойным гражданством. По статистике, крупнейшей языковой группой в Финляндии остаются русскоязычные – 102 тысячи человек. Эстонцев около 49 тысяч, а арабский язык занимает 3-е место – 43 тысячи человек. И за последние 10 лет число носителей арабского языка выросло почти втрое. Гаридев раскритиковала партию СДП, которая является самой популярной среди иностранцев и поэтому заинтересована в увеличении миграции. Сара Сеппанен заявила, связывание права голоса с гражданством – эффективный способ предотвратить потенциальные злоупотребления и, в частности, укрепить легитимность демократии. Антикайнен не обошла вниманием Россию. К
К сожалению, наш сосед Россия осуществляет свои гибридные операции многими различными способами, и никто не знает, что они еще могут предпринять в будущем. Слишком мягкие законы нужно исправлять, а право финнов на самоопределение защищать. Интересы Финляндии должны быть на первом месте, и решения по делам Финляндии должны принимать только финны. Законопроект передан на рассмотрение Комитету по конституционным вопросам. Тем временем в Швеции очередной скандал с понаехавшими. Внезапно обнаружилось, что более миллиарда крон, это свыше 90 миллионов евро, государство направило на частные религиозные школы и детсады, которые, как утверждают следователи, продвигали экстремистскую исламистскую идеологию и спонсировали радикальные исламские организации. Во как! Деньги, выделенные на обучение детей, переводились на частные счета, в зарубежные фонды и в исламские радикальные организации. Самый яркий пример – сеть школ Рёмюссе. Их бывший директор Абдиризак Вабери приговорен к 4 годам тюрьмы за хищение более 1 миллиона евро. По данным следствия, деньги уходили исламистской партии в Сомали, которую он же возглавлял, на роскошные путешествия и посещение тайских секс-клубов. В общей сложности Швеция поддержала школы Абдиризака на 462 миллиона крон. Это около 41 миллиона евро. Но это не единичный случай. Около 54 миллионов евро господдержки получила целая армия имамов, пропагандировавших в своих школах радикальные взгляды. Под вывеской школы пропагандировали, воровали и даже просто отмывали. Многие фигуранты, если не большинство, уже благополучно покинули страну и скрываются за границей. И вишенкой на торте в этом деле расследование началось с детского сада, когда обнаружилось, что детский сад спонсировал экстремистскую организацию «Объединенные мусульмане Швеции». Предводитель объединенных мусульман был женат на руководительнице детского сада Еве Фрейн. Позже ее имя всплыло в других схемах. То есть бухотчет детсада. Молоко, печеньки, подгузники, исламская ячейка, командировка в Таиланд. Скандал заставил власти пересмотреть схему финансирования частных религиозных школ. Но главный вопрос – как предотвратить повторение подобных случаев? Я, признаться, не понимаю, зачем светское государство финансирует религиозные школы? Кто может объяснить? Вспомним классика. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, душа бездушных условий. Она опиум народа. А теперь хорошая новость. Если все пойдет по плану, то уже весной будущего года между Финляндией и Швецией начнут ходить пассажирские поезда. Правительство Финляндии предложило выделить почти 2 миллиона евро в год на этот проект. Не знаю, есть ли связь с предложением Еврокомиссии сделать возможным перемещение солдат и техники через границу в течение 3 дней к 2027 году. Но в любом случае для Лапландии эта новость почти как рождественский подарок. Электрифицированная железнодорожная ветка из Торнио в Швецию была готова еще год назад, но запуск пассажирских поездов откладывался из-за нехватки финансирования. Теперь планируется запустить 30 пар поездов в неделю. Министр транспорта и связи Лулу Ранни не скрывает радости. Запуск поездов на севере – это не просто удобство для жителей, это вклад в безопасность и устойчивость всей страны. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!